Привет, дорогие друзья! Вы снова на моем канале. И сегодня мы продолжаем тему, как вырастить грибы. Но выращивать я буду не так, как всегда, в своей собственной квартире, а сегодня я покажу, как мы можем вырастить грибы на приусадебном участке или на своей любимой даче. Для этого я буду использовать лечебный и очень полезный гриб шиитаке, который очень известен сейчас во всем мире, особенно в азиатских странах, где он практически вошел уже в полноценный рацион питания ежедневный каждого нормального человека. Итак, я буду использовать вот такие блоки. У меня 3 блока, грибных блока шиитаке, из которых будут расти грибы. Но что я буду делать с ними на приусадебном своем участке, сейчас я покажу. Значит так, для начала мне нужно вскрыть полностью блоки. Полностью я освобождаю сам блок от полиэтиленового пакета. И необходимо эти блоки погрузить в воду. В холодную воду. Не в тепленькую, не в комнатной температуре, именно в холодную. Для чего? Для того, чтобы спровоцировать рост грибов. Для грибного блока шиитаке холодная вода – это как холодный душ, как стресс, благодаря которому он начинает выбрасывать плодовые тела уже самого гриба. Когда я выращивал в домашних условиях шиитаке из грибного блока, то я использовал обычную водопроводную холодную воду. Но сегодня я буду использовать дождевую воду. Не знаю, это лучше или хуже. Вот, видите, она такая уже зелененькая, слегка грязненькая. Вот. Шла она по водостоку прямо с крыши. Вот таким образом, да? Дождь шел, и водичка стекала вот сюда, в эту, так сказать, балию. И вот сюда же я буду окунать свои любимые грибные блоки. Так, работаем. Значит, освобождаю полностью грибные блоки. Вот так смело, ничего не боимся, полностью вскрываем пакет. Опа! Вот так вот. О, отлично. Вот один есть. Видите, какой интересный. Расцветка совсем другая, нежели у ежевика или других грибных блоков. Видите, такая своеобразная. Более темная. Если у ежевика гребенчатого более такой белый, полностью покрытый, заросший мицелием блок, то здесь вот такой интересный цвет. Так, следующий блок. Так. Оп. Это у нас второй. И опа. И третий. Так, начинаем погружение. Так, оп. Один блок пошел. Второй блок пошел. И третий. Но видите, что они всплывают. Этого быть не должно. Они должны быть полностью погружены в воде. Ну, для этого нужно использовать какой-нибудь груз. Так, какой мы груз используем? У меня есть вот такие вот кирпичи. И смотрите-ка, выталкивает. Все равно выталкивает блок. Ладно. Сейчас мы тебя все равно загрузим. Оп. Так. Так, вуаля. Итак, все блоки погружены. И в таком положении эти блоки будут находиться где-то час. При повторном выращивании из этих же блоков после первого урожая уже этот срок увеличивается до 2 часов. Ну, сейчас они будут лежать час, погруженные в воде.
И за это время я буду копать яму. Какую яму и зачем, сейчас расскажу. Итак, для чего мне нужно вырыть яму? Яма нужна для того, чтобы туда поместить мои блоки шейтаки. Если дома в квартире я помещал блоки или в ведро, или ставил в тазик и накрывал сверху пленкой, то на приусадебном участке я помещаю блоки в яму. Сверху тоже накрываю пленкой. Блок помещаю на такую глубину, при которой от поверхности блока до поверхности земли есть какое-то место. То есть я думаю, что сантиметров где-то 15-20. Для чего? Для того, чтобы пленка, которой накрыта траншея, не мешала росту наших грибов. Итак, начинаем. Яма готова. Посмотрите. О, какая яма получилась. Я думаю, что глубина достаточная. Пленку я еще накину немножко на вот эту кучу земли. Ну все, прошел час. Поэтому я буду сейчас вынимать блоки. Так. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как они резко. Бля-бам. И всплыли. Так, ну и чем они стали отличаться? Ничем, по-моему, да? Ну, вы знаете, что изменилось? Мне кажется, что вот по весу они стали немного тяжелее. То есть все-таки какая-то часть воды впиталась, я так понимаю, в грибные блоки. Ну, хорошо. Земля сейчас очень сухая. Вот, и поэтому дно я увлажню водой, полью вот так вот. Ну вот, видите, вода уже впиталась немного в грунт, ну немножечко еще есть на поверхности, но это даже и неплохо. Теперь вот что. Я вырезал из пластиковых бутылок, ну вот, такие вот подставочки, скажем так. Это подставочки, на которых будет находиться блок. То есть я его как бы буду устанавливать, насаживать на них, чтобы блок не касался непосредственно грунта и воды, которая будет на дне ямы. Так, ну, одну мы ставим по центру где-то. Вот так вот плотненько. Чтобы устойчиво блок находился на этой чашке. Так. Вот так вот. Отлично. И третий. О! Ну, где-то так. Итак, теперь блоки. Так, опять же один по центру. Ставлю. О! Так. Слегка придавлю, чтобы он хорошо сел на эту подставку. О, отлично. Отлично стоит. Так, следующий. Следующий. О, ребята, тут достаточно места для грибов. Со всех сторон, смотрите, какое расстояние. Отличную яму я выкопал. О, супер. Так, и третий. И третий. Третий у нас что-то неустойчивый почему-то. А, нет, хорошо. Вот можете посмотреть, какое место выбрал для этой ямы, для блоков. Солнце восходит где-то отсюда и здесь же с этой стороны заходит, ну вот чуть правее. Здесь у меня дерево,
оно будет давать определенную тень. Вот. Так что, в принципе, очень солнечно здесь не будет. Как раз то, что мне и надо. Так, подолью немножечко сюда еще водички. На дне желательно, чтобы была влага. Так. Хорошо. Ну и последний штрих. Теперь я накрываю всю эту конструкцию полиэтиленовой пленкой. А пленка у меня вот с отверстиями, как видите. Вот эти отверстия, сделанные в пленке. Они дают возможность циркулировать более-менее воздух внутри, в этой яме. Ну и если пойдет дождь, то вода не будет скапливаться такой лужей на пленке, а будет стекать вниз. И так прошла ровно неделя с того момента, как я поставил блоки в яму и накрыл их пленкой. И сейчас я буду вскрывать. Так, убираем кирпичи. И будем смотреть, что у нас здесь. Так, а ну-ка. Ага. Так. Ну вот вижу, на первом блоке уже грибы появились. Посмотрите, какая прелесть, да? Вот сверху такие большие, крупненькие. И с боков. Вот здесь, с этой стороны и с противоположной стороны. На этом блоке растут грибы активно растут. Причем обратите внимание, что шляпка очень темного цвета. Не такая светлая, как я выращивал дома шиитаки. Там были светлые шляпки, здесь более темные. Это говорит о том, что здесь достаточно освещения. Ну, потому что в природных условиях. Вот такого цвета шляпки у шиитаки в природе. Когда они растут в естественных условиях. Так, смотрим дальше. Ага, а вот этот блок сверху покрылся немножко плесенью. Ее необходимо обязательно срезать, чтобы она не распространялась. Так, ну, на этих блоках я пока не вижу ничего, но процесс идет. Процесс идет. Ага, вот на этом блоке маленький, видите, маленький грибочек начинает расти. Да, вот он. Вот он. Ну, отлично. Отлично. Процесс идет. Итак, надо попробовать удалить вот эту плесень сверху. Вот таким вот образом. Так, о. Вот, друзья, прошла неделя, и у меня радость. Грибы шиитаки начали расти с моих блоков, которые я поместил в своем огороде, выкопав яму и накрыв пленкой. И вот первый блок вообще шикарный результат дал. Видите, со всех сторон пробиваются грибы, просто со всех сторон, а сверху прям вот такая красота.
Так что где-то через неделю буду собирать первый урожай грибов шиитаке. Так что смотрите мои следующие видео. А на сегодня все. Всем пока. До встречи на канале Грибоед.